Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю новый удивительный шоколадный фондан с творогом. У него такая же нежная жидкая серединка. Недаром этот десерт называется лава-кейк. Обязательно попробуйте. Он стал еще вкуснее и еще нежнее. И, конечно, полезнее, потому что добавили творог. Подавайте теплым, с ягодами, шариком мороженого или просто с чашечкой кофе. Для рецепта мне понадобится. Для рецепта я буду использовать формочки 2 объемом 150 мл и 2 объемом 200 мл. Их надо хорошо подготовить, смазать мягким сливочным маслом и дно, и бока. И затем присыпать хорошо все какао, чтобы потом десерт можно было легко извлечь из формы. Излишки какао можно просто стряхнуть. Тесто готовится очень быстро. И в первую очередь короткими импульсами в микроволновке растоплю сливочное масло с шоколадом. Для рецепта я использую черный шоколад с содержанием какао 65%. Прогреваю в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы шоколад не свернулся. Конечно, вы можете растопить шоколад с маслом и на водяной бане. Вот сейчас у меня остались здесь небольшие кусочки шоколада, они сами здесь дотопятся. Просто хорошо перемешиваю. Сегодня у меня фондан необычный, а с творогом. Отправляю творог в кувшин. Вообще очень удобно замешивать это тесто в кувшине, потом его легко разливать по формочкам. Всыпаю сахар. Я использую коричневый тростниковый сахар, можно использовать любой. Добавляю щепотку соли для баланса вкуса и разбиваю 2 яйца среднего размера. Также сразу я добавляю муку и какао. И хорошо все пробиваю погружным блендером до однородности. В полученную массу вливаю растопленный с маслом шоколад. Он не должен быть горячим, а комнатной температуры. И снова хорошо все пробиваю погружным блендером. Вспомнила, что забыла добавить экстракт ванили. Добавляю 1 чайную ложку. Это по желанию. И еще раз перемешаю. Тесто получается просто великолепное. Такое прямо как шоколад. Разливаю его по формам. Я решила наполнить формочки чуть-чуть пополнее, поэтому буду всего делать 3 лава-кейк. 2 в большой форме и 1 в маленькой. И сегодня мои пирожные я буду готовить в аэрогриле. Отправлю их запекаться при температуре 190 градусов примерно на 8-10 минут. Небольшой лава-кейк буду запекать примерно 8 минут, большие 10. Предварительно, перед тем, как ставить в аэрогриль формочки, я его прогрею примерно 2-3 минуты. Эти пирожные можно запекать и в духовке. При температуре 190 градусов отправляем в уже хорошо разогретую духовку примерно на 10-12 минут. Первым я достала пирожное, которое я готовила в маленькой форме. Посмотрите, по краям тесто должно быть достаточно плотным, а в середине как будто слегка такая дрожащая серединка. Сейчас пирожное надо оставить отдохнуть в форме минуты на 2-3. Оно еще немного дойдет. И через 2 минутки я достаю пирожное в больших формах. Вот это маленькое запекалось у меня в аэрогриле 10 минут, а большие, получается, будут запекаться 12. Вы тоже обязательно ориентируйтесь по внешнему виду, сколько надо печь еще пирожное. Вот это первое пирожное сейчас буду извлекать из формы. Вот такое живое. Сейчас сверху я его слегка присыпаю сахарной пудрой. И, конечно, это пирожное надо подавать к столу теплым, горячим, чтобы внутри была вот эта жидкая серединка. Так как это пирожное так и называется лава-кейк. Пирожное лава. Вот она, очень нежная жидкая серединка. Ну и при желании, конечно, вы вообще можете пирожное не доставать из формы, а есть прямо из нее. Обязательно приготовьте, это так вкусно.